Пик рынка криптовалюты в 2024 году был зафиксирован в середине марта. В это время биткоин пробил новый максимум, а капитализация альтов почти приблизилась к рекордным показателям 2021 года. И именно тогда, 6 месяцев назад, буквально везде было слышно о начале масштабного альтсезона, который должен был превзойти 2017 и 2021 год. СМИ чуть ли не в каждой своей статье писали, что альтсезон уже наступил, а многие криптоблогеры использовали альтсезон как единственную причину для покупки монет. Из этого большое количество инвесторов сделали ставку на альты и забили свои портфели токенами в ожидании десятикратного роста. Но проходит время, а долгожданный альтсезон так и не наступил. При этом почти все альты и даже те, которые находятся в первой двадцатке, потеряли от 10 до более чем 50% своей стоимости. Таким образом, глядя на график общей капитализации, все, кто покупал альты начиная с марта, находятся в минусе, ведь наблюдается уверенный нисходящий тренд. И самая большая проблема заключается в том, что тот альтсезон, который вы ждете, никогда больше не наступит. 2 месяца назад, когда альты еще держали планку в 1 триллион долларов, мы выпустили вот это видео, где я назвал главной причиной, почему мы не увидим классический альтсезон. Ведь с одобрением ETF, приходом больших инвесторов, с запуском сотни тысяч новых монет и большой нехваткой ликвидности, условия на рынке за последние 5 лет очень сильно изменились. И если вы думаете, что можно просто купить любые токены и ожидать альтсезон, который принесет вам 10, 20 или 100 иксов, вы ошибаетесь. И сегодня в ролике я на примере только фактов и сухих цифр объясню, почему альтсезон это всего лишь цикл 2021 года, который мы с вами больше никогда не увидим. Вот только главная моя задача на сегодня это не просто сказать, что альтсезона не будет, а ответить на важные вопросы. Как, например, что делать с вашим портфелем, если он в минусе, как правильно сбалансировать соотношение альтов к биткоину и эфиру, почему вы неправильно работаете с тактикой усреднения, какие самые главные ошибки допускают новички и даже опытные инвесторы при покупке альтов, почему весь рынок напрямую зависит от биткоина, на что стоит обращать внимание при покупке монет, а также сегодня я вам покажу примеры идеальных альтов, в которые стоит инвестировать свои деньги. И отличным продолжением данного видео будет топ, где мы не только подберем для вас самые перспективные монеты на конец этого года, но также покажем самые прибыльные направления и секторы крипторынка. А чтобы такой ролик вышел как можно раньше, давайте наберем 2000 лайков. Напоминаю, что ваша поддержка это лучшая мотивация выпускать такие полезные видео гораздо чаще. Поэтому заранее вам спасибо за лайки. Вы на канале Coin22. Меня зовут Влад. Мы начинаем. Итак, дорогие друзья, сегодня нам предстоит уделить внимание рынку альтов, ведь чем сильнее мы приближаемся к понижению процентной ставки, тем больше растут слухов об активном росте рынка во второй половине сентября, из-за чего даже биткоин подскочил на 10%. Но не только ставка ФРС оказывала влияние на биткоин в начале недели, ведь он пробил 58 тысяч в ожидании сегодняшнего ИПЦ и на фоне дебатов Трампа и Харрис, о чем вчера сообщили редакторы нашего телеграм-канала. И, кстати, полный отчет дебатов, который очень сильно повлиял на то, кто станет президентом США в ноябре, уже есть у нас в телеграм с многими другими новостями. Поэтому подписывайтесь и узнайте, кто же теперь лидирует в президентской гонке США. Ну а мы давайте разберем альтсезон. В наших прошлых роликах я неоднократно вам говорил, что альтсезон это период, когда цены на альты растут быстрее, чем на биткоин, в то время как доминирование биткоина падает. Альтсезон впервые появился в 2017 году, когда криптовалюта начала привлекать массовое внимание СМИ. В том же году многие проекты начали выходить на ICO, что также спровоцировало популяризацию альтов. С тех пор цикличность сезона альткоинов закрепилась на рынке, и теперь инвесторы с нетерпением ждут начала нового сезона. Однако динамика рынка очень сильно меняется, что может поставить под угрозу начало нового сезона альтов. Как ни странно, основная причина кроется в самих альтах. На данный момент рынок перенасыщен альткоинами, а предложение превышает спрос. Те же сайты CoinMarketCap или CoinGecko не отслеживают каждую криптовалюту. Их реальное количество составляет около 3 миллионов. И только за этот год было выпущено более полумиллиона новых монет. И большинство из них это, конечно же, мемы. Перенасыщенность рынка монетами вызывает сильную конкуренцию за деньги инвесторов. В результате рынок создает фрагментированную ликвидность. Она разбросана по слишком большому количеству криптовалют. Таким образом, отдельные монеты с трудом удерживают интерес инвесторов. Цены не растут, а общая динамика рынка
рынок альтов, конечно же, падает. Например, 80% недавно запущенных монет очень сильно упали и сейчас не могут восстановиться, в то время как чуть более 70% монет, запущенных через airdrop, полетели вниз в первый же день листинга. Но есть и другая причина – поведение инвесторов, которые сами загнали альткоины в порочный круг. Раньше, в том же 2017 году, единственным способом запустить монету было проведение ICO. Спустя несколько лет подавляющее большинство таких проектов стали искать поддержку у частных инвесторов и венчурных компаний. Рынок венчурного капитала резко вырос и к 2022 году превысил 11 миллиардов долларов. Криптопроекты получили сильную поддержку от крупных игроков, и венчурные капиталисты смогли купить их монеты по низкой цене. Но есть одно но. Из-за огромного притока инвестиций от крупных игроков монеты становятся очень дорогими к моменту их выпуска, что делает их менее привлекательными для обычных розничных инвесторов. Обычным инвесторам остается только покупать токены, которые обещают равные возможности получения прибыли абсолютно для всех. Таким образом, за последние несколько лет запуск монет перестал требовать навыки программирования или большого капитала, и миллионы разных монет, чаще всего мемкоинов, хлынули на рынок. Их цель — это поднять шумиху и запампить цену вверх, а не создать какой-то полезный кошелек или другой продукт, из-за чего они могут расти только в максимально краткосрочной перспективе. Живой пример Notcoin. Таким образом, рынок перенасыщен новыми альтами, но ни одни из них не способны закрепиться, чтобы поддержать существенный рост. Об этом сигнализирует тот факт, что размер рынка альтов сократился по сравнению с предыдущим бычьим циклом. Показатель упал на 35% с 980 миллиардов до 780. И это несмотря на то, что в начале текущего бычьего цикла очень много альтов временами превосходили биткоин. Некоторые эксперты считают, что альт-сезон не начнется, пока ФРС не снизит процентную ставку, пока другие смотрят на технические индикаторы и предупреждают, что альт-сезон вот-вот начнется. Но какими бы ни были прогнозы, нам стоит принять тот факт, что рынок очень сильно изменился. И как я еще говорил вот в этом ролике, классического альт-сезона 17 и 21 года мы никогда больше не увидим. Конечно, этим я ни в коем случае не хочу сказать, что прямо сейчас вам необходимо продавать все свои альты и покупать только биткоин. Нет, выше перечисленные факторы нужны только для того, чтобы у вас не было того ложного понимания об альт-сезоне, поскольку многие делают на него большую ставку, скупая десятки разных неперспективных альтов, которые только уменьшают размер вашего портфеля. Еще в прошлом году, в преддверии одобрения биткоин ETF, я вам не один раз говорил, что рынок меняется, и теперь недостаточно просто купить любые альты, чтобы на этом заработать. Сейчас без должного обучения и четкой стратегии ваши риски очень сильно увеличиваются, в чем неоднократно убеждались участники нашей подписки Coin22 Pro, которые ранее торговали сами. Но благодаря ежедневному анализу и оптимальным точкам входа от наших профессиональных аналитиков, участники Pro могут зарабатывать на движении монет, причем как на росте, так и на падении. Например, недавно мы заработали от 75% на активном восстановлении OP, от 70% на лонг-сделках по AVAX, а также на других позициях, многие из которых сейчас еще в работе. И как вы видите, мы не просто покупали и ждали, пока они вырастут, а мы фиксировали профит на локальных подъемах или снижениях. Чтобы каждый из вас мог освоить нашу стратегию торговли, на старте мы предоставляем пошаговое обучение. И это не просто теория, а это полноценная практика под руководством специалистов и отзывчивой поддержки 24/7. Но чтобы вы получали пассивный доход даже без альт-сезона, мы соберем для вас индивидуальный, сбалансированный спотовый портфель. Как я сказал, сейчас рынок требует более тщательной подготовки, в чем вам поможет подписка Pro. Поэтому если вы желаете присоединиться к команде профессионалов с большим опытом работы, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Для того, чтобы у вас полностью сложилось представление об альт-сезоне, я хочу озвучить еще некоторые ключевые проблемы, которые нам в любом случае необходимо учитывать, прежде чем покупать альты. И самой главной такой проблемой является приток ликвидности. По сути, ликвидность – это ваши деньги, которые вы отправляете в альты. И есть два основных источника, как эта ликвидность попадает в альткоины, из-за чего их цены растут. Первый вариант – это прямой приток через централизованные биржи, где вы покупаете монеты. А второй – это отток капитала из биткоина, когда инвесторы фиксируют свои позиции и полученные деньги направляют в рынок альтов. И как правило, ликвидность идет по кривой риска. Имеется в виду от менее рискованных альтов, как например эфир, до всяких мемкоинов и шитков, которые находятся на дне общего рейтинга. Следовательно, за счет того, что сейчас новая ликвидность не поступает даже в биткоин, альты не растут. Также ранее я вам рассказывал о разблокировке новых монет. Сейчас очень много токенов, которые были запущены в 2021 году, проводят разблокировки, за счет чего общая эмиссия увеличивается
строится, и капитализация разделяется на большее количество токенов, что снижает цену, особенно если во время разблокировки нет высокого спроса. И, кстати, данные всех разлоков можно анализировать на вот этом сайте. Ну и само собой в этом году основной проблемой для формирования альт-сезона стал запуск ETF. Да, друзья, сам ETF очень положительно повлиял на биткоин, и даже альты очень хорошо росли до марта этого года. Но если копнуть глубже, то ETF это барьер для альт-сезона. До ETF основным каналом покупки биткоина были биржи, что, как я уже сказал, упрощало переход капитала в альты. Сейчас же институциональные инвесторы просто покупают ETF, и у них нет инструментов для инвестирования в альты. При этом, если учитывать, что после запуска ETF около 4% всех биткоинов перешли в руки фондов, вряд ли мы теперь увидим падение его доминирования ниже уровня 50%, что является классическим сигналом к началу сезона альтов. Теперь, когда вы четко понимаете, что такое альт-сезон и почему мы не сможем повторить историю 2021 года, когда росло абсолютно все, я хотел бы ответить на самые часто задаваемые вопросы, связанные с альтами, и дополнительно дать свои рекомендации, которые помогут вам улучшить результаты инвестирования в криптовалюту. Во-первых, меня очень часто спрашивают, почему альткоины падают, когда корректируется биткоин. Как это вообще связано между собой, если у биткоина одни инвесторы, а у той или иной монеты другие? На самом деле все очень просто. Динамика цен биткоина, как правило, напрямую влияет на альты. Эта корреляция обусловлена несколькими факторами, включая психологию инвесторов и стратегии диверсификации портфеля. Когда биткоин растет, инвесторы стремятся максимизировать прибыль, покупая альткоины, надеясь на аналогичный рост. И наоборот, падение биткоина заставляет инвесторов быстро выходить из альтов, опасаясь больших потерь. Плюс к этому работает кривая риска. Чем сильнее ухудшается обстановка на рынке, тем активнее идут продажи мемов, шитков и альтов. Вот поэтому, когда биткоин падает на 5%, альты снижаются в 2, а то и в 3 раза больше. Из этого я хочу вам дать первую базовую рекомендацию, которой должен придерживаться каждый криптоинвестор. И она заключается в том, что большая часть, а именно до 70% вашего портфеля, должно состоять именно из биткоина. Биткоин менее рискованный, и при нисходящем тренде он теряет гораздо меньше, чем какой-нибудь альткоин, ниже 100 в общем рейтинге. Прекрасно знаю, что многие из вас скажут, что биткоин никогда не даст 10 иксов, и ему очень сложно расти из-за большой капитализации, с чем я, конечно же, соглашусь. Но у меня один вопрос. Сколько вы знаете монет, которые вернулись на уровне альт-сезона 2021 года и пробили новые максимумы? Таких единицы, но среди них есть именно биткоин, несмотря на его капитализацию, ведь он более надежный. Но второй монетой по соотношению в вашем портфеле должен быть эфир, на который приходится около 20%. Ведь вспоминая кривую риска, мы теперь знаем, что свои деньги необходимо распределять по принципу роста рисков. Имеется в виду, чем рискованнее монета, тем меньше денег вы должны в нее инвестировать. За счет этого для альтов вы должны выделить не более 10%. В свою очередь, эти 10% также состоят из разных классов альтов, ведь вы должны понимать, что необходимо отдавать приоритет альтам из 150, поскольку все упирается только в риски. Зная о базовом соотношении 70-20-10, которого придерживаюсь лично я, следующий немаловажный вопрос, когда покупать монеты, чтобы не сделать это на максимальных уровнях. Ответ на данный вопрос непростой, ведь рынок многогранный, и каждый день условия меняются, за счет чего вы не можете на 100% подобрать лучшее время для покупки. Но все-таки есть некоторые правила, которые стоит применять на практике. Во-первых, вам необходимо понять, в какой фазе сейчас находится рынок. Это можно сделать за счет различных индикаторов, как, например, индекса страха и жадности или по активности адресов сети. Как правило, когда на рынке фиксируется страх, что происходит в последние пару месяцев, это говорит о нисходящем тренде. И когда индикатор достигает пиковой точки, то мы можем оценить это как сигнал на разворот рынка, как это было, например, в 2022 году. А что касается активности, то это также один из сигналов, который может показать, как активные инвесторы взаимодействуют с криптой. И я еще бы посоветовал вам метрику притока монет на бирже. Вы можете выбрать конкретную криптовалюту и смотреть, сколько и когда монет отправили на бирже, что, как правило, делается для продажи. И, соответственно, чем меньше монет находится на биржах, тем больше шансов на рост цены, что, собственно говоря, сейчас наблюдается у биткоина. Также, что касается покупки, один важный совет: прекратите покупать на все деньги. Очень часто ошибка покупки токенов мало того, что на максимальных уровнях, так еще и на все деньги, из-за чего нет возможности для дальнейшего усреднения. Это действительно большая проблема, особенно когда начинается нисходящий тренд, но решением будет постепенное накопление. В первую очередь, так вы сможете попасть в разные временные рамки. Во-вторых, сохраните ликвидность для
для усреднения. Ну и в-третьих, проведете покупку на разных уровнях, сформировав среднюю цену. И если вы думаете, что так вы пропустите рост и не заработаете максимальный профит, в отличие от покупки на всю сумму, то держите в голове угрозу просадки. А так у вас не только будут купленные монеты по одной цене, на которых вы сможете заработать на росте, но еще вы сможете докупить по более низкой цене, если она упадет, тем самым уменьшив отрицательные показатели своего криптопортфеля. Я часто использую тактику покупки в воскресенье перед открытием мировых финансовых рынков. И как показывает практика, если совершать регулярные покупки в один и тот же день, то это дает свои плоды. Именно поэтому мой портфель сейчас в плюсе, поскольку все монеты покупались постепенно, и он состоит на большую часть из биткоина и эфира, в то время как многие альты были куплены на разных уровнях, что компенсирует локальные потери. Но если вы уже купили альты, которые очень сильно упали, в такой ситуации решением проблемы является продажа самых слабых монет. Вам необходимо путем ежемесячной доходности определить, какая монета показала самые слабые результаты, после чего от нее избавиться. Кстати, так делает с акциями Уоррен Баффет. Он часто говорил, что зачем тратить время на бесперспективные активы, если лучше их продать. Да, не бойтесь продавать мусорные токены, которые только тянут ваш портфель вниз, ведь по факту лучше продать такие монеты и купить биткоин, чтобы сохранить капитал, а в лучшем случае приумножить. Как я сказал ранее, рынок очень сильно зависит от биткоина. Следовательно, прежде чем покупать альткоины, следите именно за битком, который диктует правила движения цен. А после можно подбирать монеты, которые превосходят сам биткоин. На сегодняшний день это те монеты, которые не просто существуют, а имеют под собой развитую экосистему. Наглядный пример это Тон, из недавнего нашего топа токен Aave, Гелий, конечно же Solana или, например, Sui. Это хорошие варианты для портфеля, о которых мы рассказывали в нашем ролике. По факту инвестирование в криптовалюту уже не такое, которое было в 2021 году. Альты не растут массово, и сейчас наблюдается более локальный рост в каждой области. Например, на этой неделе прошла презентация Apple с искусственным интеллектом и выросла Nvidia, за счет чего токены ИИ также выросли, но при этом другие альты копировали движение биткоина. Сейчас уже не получается скупать все, что попало, и ждать рост за счет альтсезона. Сейчас необходимо путем расчетов рисков принять, сколько вы готовы потратить на ту или иную монету, заранее определиться с уровнями, где вы будете ее покупать и усреднять, и на протяжении всего вашего инвестирования четко идти по заранее выбранной стратегии, ведь если ее не будет, то вы будете руководствоваться эмоциями и жадностью, которые никогда ни к чему хорошему не приводят. Хоть мы и разобрали сегодня много разных вопросов, но сегодняшняя тема на самом деле очень большая и явно заслуживает продолжения, поэтому пишите в комментариях, на что стоит делать упор в следующем видео и какой момент стоит разобрать более подробно. Также в комментариях вы можете задавать вопросы по поводу ваших монет, чтобы узнать наше мнение, стоит ли их продавать или удерживать. Также не забывайте подписываться на Telegram, где вас ждут итоги дебатов. И обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Вам, как всегда, желаю удачи, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч!